Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня будем делать вот такого плана коврик, но только круглый и яркий. Здесь размер я померила 47 сантиметров на 60. Понадобилось где-то около 300 шариков. Чтобы сделать такой коврик, совсем не обязательно где-то ткани покупать. Вот у меня из старой футболки я просто нарезаю полосками. Ну, где-то сантиметров 6 полоски. Но я не отмеряю, потому что, ну, вот даже если шарики получатся немножечко разного размера, это ничего страшного. И любого цвета можете брать, футболки старые, какие-то стрейчевые вещи. Потом вот эти полосочки я режу, например, на одинаковые квадратики. Делаю заготовки для своих шариков. Я раньше как сначала обводила что-то кругленькое, какие-то крышечки, баночки, чтобы кругленькие сделать, прям вот кусочки. Обрезала их по периметру. Это лишнее время и ваши усилия. Просто режем квадратики, а потом у них вот обрезаем по краешку уголки. Вот, кругленький. И вот такими движениями прямо через край подхватываем, ниточку продеваем и делаем мешочек. Мы в него кладем синтепон. Можно какие-то обрезки мелкие от тканей класть, но в этом случае чуть пожестче эти шарики получатся. А с синтепоном они, конечно, такие получаются упругие и мягенькие. И затягиваем нитку, затягиваем. И завязываем узелочек. Сначала еще раз подтянуть надо, чтобы все плотненько было. И узелочек делаем. Ниточку обрезаем. Все, готово. Какого бы вы цвета не взяли ткань, нитки подбирать не надо, потому что они в результате оказываются с изнаночной стороны и вообще не важно. Синтепон у меня из старых подушек, я их постирала, а там все скомкалось как-то, поэтому я решила этот синтепон использовать. Когда шариков вы сделали достаточно, можно приступать к нижней части нашего коврика. Выбирайте плотненькую ткань. У меня вот из мебельных образцов мне знакомые отдали большой кусок. Я сейчас его подровняю по размерам. Я померила, он у меня где-то 67 на 70 сантиметров. Сделаем из него квадрат. Меряем лишних тут 2,5 сантиметра, чтобы ровненько все обрезать. Я хочу сделать круглым вообще этот коврик. Поехали. Циркуля у меня нет. Сейчас что-нибудь будем придумывать. Сложу его в четверо, чтобы определить центр. И центр я прям фломастером, маркером вот так вот прямо отмечу. У меня нет такой большой линейки, поэтому я взяла вот откос от окна, остался после ремонта. И я прям по нему. Это называется голь на выдумке хитра. И я маркер отложила, что-то он мне, когда я в центре делала точку, он насквозь прямо протек. Поэтому я не буду маркером. И вторую линию из угла в угол проведу своей линеечкой. Так, линии сделала. Теперь отмеряю серединки с наших сторон прямых, где-то вот здесь вот. И тоже их отчерчиваю. Так, мне надо 33,5, раз у нас 67. Значит, вот здесь вот будет одна сторона. И так со всех 4 сторон отмечаю. Нашла себе другой инструмент. Тут какая-то чурочка осталась.
Теперь смотрим на прямых участках, вот на этих, где половинка у нас каждая половинка 33,5. Делим ее еще пополам. Ну, так мы и отмеряем. Меряем половинку вот этой половинки стороны. Примерно. Вот. Делаем с каждой стороной вот этой вот так же. После того, как отметили, также из центра вот к этой отметочке делаем такие же лучи. Теперь мы знаем, что у нас вот эта сторона вот 33,5, и мы будем на каждом луче от центра отмечать вот эти самые 33,5. В результате мы по этим своим отметочкам нарисуем круг. Все отметили и начинаем вот плавной линией соединять с нашими отметочками. Вот так вот более-менее соединяете, и у вас получится круг. Будем надеяться, что у меня хороший глазомер. Ну вот, готов мой кружок. Можно его теперь вырезать. Ну вот, получился круглый низ нашего коврика. Коврик убрала, теперь будем делать окантовку. Я сделаю где-то сантиметров 6 полоски, отмеряю и отрежу для окантовки. Выбирайте, девочки, такого цвета для окантовки ткань, чтобы она хотя бы немножко совпадала с теми цветами, которые у вас там на коврике намечены, из каких цветов у вас шарики. Отрезала 2 длинные полоски. Я не знаю, сколько понадобится этих полосок мне. Я не знаю длину круга своего. Я помню только формулу площади круга, πr квадрат. А вот длину круга надо посмотреть в интернете. Что-то мне подсказывает, что там есть эта формула. Скрепляю булавочками вот так вот свои ленты получившиеся. И от уголка к уголку провожу линию. Вот по ней я буду строчить, чтобы соединить ленты. Ну вот, прострочила. В начале и в конце строчки сделала закрепочки. Смотрите, когда вот так вот разворачиваешь, она уже получается вот... Шов идет не прям вот, чтобы все время попадался, когда мы ее будем складывать. А вот эти лишние хвостики обрезаем. Сейчас разглажу, и лента будет готова. Ну вот, разгладила. Все хорошо, красиво. Длина окружности 2πr. У меня это получается для моего размера 210,38 сантиметров. То есть 2 с лишним метра. Сейчас померяю. Ну, у меня тут больше 2 метров точно. Теперь по кругу лицом к лицу сшиваем все вот по 5, 6, 7 миллиметров от края. При этом вот хвостик я вот такой вот оставила, чтобы нам потом соединять было удобнее концы. Я булавками, в принципе, заколола, просто чтобы показать, где будем пришивать. А так я обычно и не скалываю. Делаем закрепочку. И поехали. Дошли до нашего вот края, который мы не обрезали. И здесь у меня чуть-чуть осталось. И я вот отмеряю 6 сантиметров на ширину нашей ленты. Вот 6 сантиметров от этого конца. Вот здесь вот это будет. И я это место помечаю. И здесь вот ее отрезаю, эту свою ленту лишнюю. А вот эти краешки мы складываем так же, как мы когда складывали в прошлый раз. Вот так вот лицо к лицу складываем с
Прокалываем. И точно так же я проведу линеечкой линию, где я буду прошивать. Вот от уголка к уголку. Ну вот, прошила, лишнее срезаем. Можно разгладить шовчик, а можно уже и не разглаживать. Вот смотрите, вот у нас получается вот так вот. Когда мы вывернем это все дело, осталось нам до конца вот пристрочить вот здесь вот то, что у нас кусочек остался не пристроченный. Низ практически готов. Осталось только синтепоном бортик набить и зашить. Небольшие обрезки синтепона закладываю в этот бортик наш и зашиваю. Подворачиваю понемножку и потихонечку прям строчу. Прошлый коврик я когда шила, я прям вот плотно очень набивала, прямо карандашом подпихивала еще синтепон, чтобы он там плотненько был. А здесь я решила поменьше синтепона, в принципе, это не прям вот важно, главное, что краешек был более-менее аккуратный. Все равно он шариками потом будет практически весь закрыт. Ну вот, такая получилась заготовка с бортиками для нашего коврика. Внешняя сторона вот так выглядит. Бортики чуть видны. Ну, вы можете взять джинсовую ткань, любую плотную ткань, которая не скользит. Вы проверьте ее сначала. Чем меньше она скользит, тем лучше. А то представьте, слез с постели на такой коврик и полетел. Приятного мало. Дорогие друзья, сейчас начинается самый творческий этап. Я нарисовала примерное расположение, что у меня будет на моем коврике, на моей картинке. И начинаю приклеивать шарики готовые. Я их между собой подклеиваю и снизу. Придерживаю немножко, чтобы они успели схватиться. Когда первый ряд выстроен, то дальше дело уже повеселее идет. Уже есть на что опираться, как говорится. Я обязательно покажу, что получится в самом конце, а сама пока продолжу клеить. Дорогие друзья, я доклеила коврик свой. Получился очень нарядный, практически коврик для медитации. Можно сидеть. Тут я всяких вот блестючек еще сделала. Попадаются у меня, чтобы глаз радовали. Очень яркий, нарядный. Если сделать такого плана прямоугольники, прямоугольные большие коврики, и прежде чем приклеивать шарики, какие-то стропы пришить, то можно сделать бортики для детской кроватки, мягенькие и нарядные. У меня еще очень много шариков заготовлено долгими зимними вечерами. Можно еще что-нибудь придумывать. Я рада, мне нравится, как получилось. А вам нравится? Не забудьте подставить лайк, подписаться на мой канал, если вам понравилось это видео. Присоединяйтесь.